В сердце труднодоступных районов перуанских Анд, охватывающим одним из самых живописных и загадочных уголков мира, археологи сделали выдающееся открытие, которое может кардинально изменить наше представление о древних цивилизациях этого региона. Исследователи нашли останки затерянного древнего поселения, которое на протяжении веков было скрыто от глаз современного человека. Это уникальный археологический комплекс, относящийся к цивилизации Чичапоя, содержит более 100 ранее неизвестных строений и открывает новые горизонты для изучения истории этой древней культуры, способной успешно противостоять могущественной Инкской империи. Такие находки становятся настоящим событием в археологии, так как они не только привлекают научное сообщество, но и возбуждают интерес широкой общественности, стремящейся понять, каким образом функционировали древние культуры, что они создавали и каким образом их достижения могут отразиться на нашем современном понимании истории. Комплекс, известный как Гранд-Пахотен, располагается на территории национального парка Рио-Абисео, который также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находясь примерно в 500 километрах от столицы Перу, Лимы, Гранд-Пахотен долгое время оставался недоступным и слабо исследованным. Уникальность открытия связана с тем, что сложные архитектурные конструкции, относящиеся к культурной традиции Чичапоя, были скрыты под плотной растительностью, что сделало их практически невидимыми для археологов. Благодаря современным технологиям, специальным инструментам и методам, которые позволяют детально исследовать местность, археологи смогли обнаружить это громадное поселение, которое когда-то процветало на высотах перуанских гор, откуда открывается захватывающий вид на окрестные долины и крутые склоны. Вид на это удивительное место вдохновляет не только исследователей, но и путешественников, стремящихся узнать о природе и культуре, которые формировались в условиях пределов этого региона. Открытия здесь представляют собой не просто исторические артефакты. Это настоящий философский вопрос о том, как человеческие сообщества взаимодействуют с окружающей средой в процессе своего существования. Чичапоя была высокоразвитой цивилизацией, жившей между IX и XVI веками на северо-востоке Анд. Этот народ, известный как воины облаков, из-за своего умения отстраивать свои оседлые крепости на недоступных высотах, на протяжении сотен лет успешно отражал вторжение могущественной Инкской империи. Считается, что чичапойцы обеспечили долгих интерес к своей культуре, сформировав уникальный образ жизни, который позволил им выживать в суровых условиях высокогорья. Сложные ландшафты, богатые ресурсы и системы управления водой способствовали их развитию и процветанию, но со временем инки стали угрожать их независимости. Это взаимодействие между культурами и народами стало одним из самых интригующих аспектов изучения истории, размещая на карту пути и стратегии, которые использовались для обеспечения выживания и успеха в условиях постоянных войн, политических маневров и миграций. Эта динамика, которую мы наблюдаем между чичапойцами и инками, открывает новые уровни понимания не только для ученых, но и для тех, кто ищет связь между прошлым и настоящим. Археологическая значимость Гранд-Пахотен состоит не только в количестве найденных объектов, но и в их разнообразии, которое открывает перед учеными уникальные перспективы для изучения культуры Чичапоя, а также в понимании их социально-экономической организации. Среди обнаруженных структур можно увидеть сложные сельскохозяйственные террасы, круглые здания, а также мистические гробницы, расположенные на скалах на высоте до 3000 метров над уровнем моря. Эти террасы позволяли обрабатывать землю и обеспечивать продовольствием местное население, что было крайне важно для устойчивости народа в условиях
высокогорья. Современные исследовательские технологии позволили выявить более 100 новых сооружений, что дает возможность глубже понять архитектурные достижения чачапойцев, а также их социальную и культурную структуру. К тому же такие находки могут пролить свет на методы ведения сельского хозяйства, которые они использовали, и о том, как прошли сборы урожая в тяжелых условиях запустения. Это достигает особого значения, так как оно дает возможность переосмыслить принципы устойчивого сельского хозяйства, которые применимы даже в современных условиях. Кроме того, среди несомненно ценных находок оказались рельефные фризы и каменные мозаики, украшенные изображениями человеческих фигур и различных мифологических существ, что говорит о многогранности и развитости искусства народа Чачапая. Исследования показывают, что изображенные фигуры могут символизировать богов, предков или важные обряды, которые практиковались в культуре. Эти детали позволяют предположить, что Гран-Пахотен играл значимую роль не только как стратегическая крепость, но также был центром культурной жизни, имел церемониальное и символическое значение для обитателей этих мест. Они могли служить местом для сбора общины, ритуалов и подготовки к важным событиям, создавая общность среди народа. Вполне вероятно, что крепость использовалась для проведения различных ритуалов и церемоний, связанных с их верованиями, праздниками и важными событиями, что позволило бы лучше понять глубокие традиции, укоренившиеся в культуре чачапойцев. Таким образом, Гран-Пахотен становится не только населенным пунктом, но и живым хранилищем памяти о культуре, ее традициях, обычаях. Несмотря на то, что археологи уже сделали значительные успехи, создав карты сотен найденных строений, далеко не все аспекты этой находки изучены. На данный момент исследователи обработали только 10% от всей площади, содержащей следы былых цивилизаций. Множество предметов, которые могут дать важную информацию о культуре чачапойцев, все еще находятся под толщей земли, под растительностью высоких деревьев и кустарников. Завораживающий комплекс Гран-Пахотен, который намечается продолжаемыми исследованиями, требует тщательного подхода и детального анализа, чтобы не упустить исторически важную информацию. Тем не менее, археологические исследования на этой территории требуют не только философского, но и практического подхода. Чтобы узнать больше о жизни людей, населяющих этот регион, необходимо непосредственно взаимодействовать со средой, применяя самые современные методы для детального изучения. Тем не менее, необходимо помнить, что весь процесс требует большого уважения к культуре и святыням, которые были созданы и отданы этому народу. Важным аспектом исследования является работа над сохранением занесенного по заслугам памятника. Для укрепления зданий, находящихся под угрозой разрушения, специалисты используют специальные смеси на основе глины, чтобы оформить антидатационные решения, сохранив при этом подлинность оригинальных конструкций. Применение таких современных технологий помогает сохранить не только видимые элементы структуры, но и предотвратить дальнейшую эрозию. В свою очередь, это важный шаг в обеспечении защиты культурного наследия для будущих поколений. Также важным является активное сотрудничество между местными общинами и учеными, что делает возможным не только сохранение, но и безусловное уважение традиций, которые население сохраняло на протяжении веков. Разумеется, судьба Гран-Пахотен отличается от другого знаменитого археологического памятника Перу Мачу-Пикчу, который страдает от чрезмерного туризма и поэтому расстраивается потенциальностью разрушения. Гран-Пахотен находится в труднодоступном месте, что делает его менее популярным среди туристов и путешественников. Однако его удаленность дает возможность сохранить
уникальные элементы уникальной культуры, пользоваться данными открытий при развитии научных исследований. Кроме того, то, что это место менее доступно, зачастую ведет к осторожному и уважительному подходу местного населения к памятнику. Важно, чтобы во время работ по раскопкам не только учитывать современные нужды, но и понимать значимость сохранения старинных упоминаний о культуре, а также проводить образовательную работу с местными жителями, чтобы создать новые отношения, основанные на доверии и уважении. Тем не менее, внимание общественности и ученых к этому месту только увеличивается, и с каждым новым открытием вкус к изучению жизни чачапойцев становится еще более неотразимым и полезным для будущих поколений. Археологические находки, такие как Гран-Пахотен, служат важной связующей нитью между прошлым и настоящим, позволяя современному обществу осознать, каким образом дух исследований, крепкая воля и стремление к спасению культурного наследия формируют наше понимание истории человечества. Эти находки помогают иллюстрировать взаимосвязь и сложные системы, существовавшие между группами древних культур, которые обитали в этом регионе, показывая, как они предпринимают действия по созданию устойчивого общества, оставляющего следы в истории, их стратегий, образ жизни и традиций. Исследования Гран-Пахотен и других археологических находок в Перу дают новые направления для дальнейшей работы археологов, антропологов и историков, предоставляя возможность увидеть и изучить глубокие корни человеческой культуры, ее развитие и эволюцию. Так, открытие Гран-Пахотен может стать историческим событием, которое привнесет свежую волну интереса, и ему помогут, можно возродить и поддерживать хотя бы часть богатой культурной традиции. Открывая прошлое, исследователи продолжают изматывающе трудиться, чтобы не только идентифицировать и охарактеризовать находки, но также счастливо работать с этими важными предметами в установлении более широкой картины социокультурных взаимодействий. Отправляясь в это путешествие в прошлое, ученые обретут ключ к пониманию, как эти сообщества справлялись с проблемами, с которыми каждый сталкивается в жизни, включая войну, экстренные ситуации и различные неурядицы, создавая устойчивую культуру, которая могла бы оставаться на протяжении столетий. Таким образом, археологическая сенсация в горах Перу открыла новые перспективы для историков, которые стремятся понять не только самих чачапойцев, но и их место в более широком контексте развития древних цивилизаций данного региона. Эти уникальные находки позволяют нам взглянуть на прошлое через призму архитектонических сооружений, искусства, культурных и философских традиций, которые были заложены веками назад. Открытия, подобные Гран-Пахотен, напоминают нам о том, как много мы можем научиться у наших предков, оценивать их произведения искусства, которые выступают знаками более глубокой мудрости и понимания человеческой природы, пока мы продолжаем наше собственное путешествие через время и пространство, чтобы обогащать собственные знания о том, что формировало человечество на протяжении его существования. Таким образом, исследование древнего поселения чачапойцев не только служит свидетельством о высоких достижениях некогда могущественной цивилизации, но и напоминанием о том, что, несмотря на все сложности, человечество всегда стремилось создавать, защищать и передавать свое наследие последующим поколениям. Исследователи, несомненно, продолжат работы на этом пути, и каждое новое открытие будет добавлять в нашу коллекцию знаний о прошлых культурах и предлагать свежие перспективы для будущих исследований. Важно не только продолжать раскопки и изучение, но и применять эти знания на практике, сохраняя богатое и многообразное наследие древней цивилизации для будущих поколений.
Усиление сотрудничества между местными общинами, государственными организациями и культурными центрами создает более благоприятные условия для дальнейших исследований и охраны культурного наследия, что гарантирует поддержку и понимание важности сохранения исторического наследия в регионе и за его пределами.